Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поделимся актуальной, важной и достаточно интересной информацией для каждого человека. Друзья, сегодня пятница, 5 ноября, и сегодня у нас произошло новолуние в 0 часов 15 минут по московскому времени. Да еще произошло в знаке зодиака Скорпион, в денежном знаке. А значит, мы с вами можем начинать уже проводить ритуалы, практики, которые направлены на привлечение в нашу жизнь всего самого нужного и замечательного: денег, семейного мира, любви, карьерного роста, денег. Друзья, это новолуние, которое уже наступило, обещает нам чудесных и многообещающих времени. Итак, друзья, сегодня 5 ноября, это очень светлый и очень влиятельный день для многих людей, потому что время начинаний запланировано в этот день, либо продолжение планирования поможет нам в дальнейшем для того, чтобы приступить к реализации этих планов. Да, для этих планов нам потребуются силы, поэтому прямо уже с 5 ноября давайте начинать накапливать потихонечку силы. Поэтому обязательно обратите внимание на пищевые предпочтения своего организма. Подумайте о том, какая еда вам необходима. Обязательно доверьтесь интуиции и составьте для себя диету. Также интуиция вам поможет понять людей из вашего окружения, порядочные ли они и не будут ли они вас подводить и вообще нужны ли они вам в жизни. Друзья, именно сегодня, 5 ноября, мы с вами закладываем фундамент своего богатства. И этот день предназначен для начала новых дел. Поэтому 5 ноября вы своими действиями, своими мыслями, словами закладываете почву для будущего успеха. Обращаем на это ваше внимание. И символом этого дня является рог изобилия, и это не зря. Друзья, сегодня время от времени обязательно закладывайте следующие мысли, которые должны перепрограммировать ваше тело. А слова следующие: я привлекаю в свою жизнь богатство и процветание. Я впускаю изобилие и счастье в свою жизнь. Мои мечты и желания сбываются легко и приятно. Обращаю ваше внимание, что сегодня в первой половине дня вы можете продолжать и завершать планирование. А вот уже во второй половине дня сегодня вы можете начинать действовать и уже потихонечку внедрять свои планы в жизнь. Важно больше не раздумывать и не сомневаться. У вас для этого было время раньше. Когда цели уже поставлены и намечен путь, по которому вы будете двигаться, осталось вам только проявить смелость и решительность. Поэтому несите в себе уверенность в правильности и дальнейшем успехе. Потому что любое сомнение может сказаться на вашем результате. Очень сегодня благоприятно начинать обучение и работу с информацией, потому что сегодняшний мозг наиболее активный и восприимчив. Организм впитывает хорошо энергию, поэтому которая начала поступать у нас от Луны, да, еще ее мало, но уже появляются первые силы для начала любых дел. Поэтому в людях начинают преобладать такие качества, как амбициозность, целеустремленность, а также умственная и физическая активность. Но самое важное, что сегодня мы рекомендуем 5 ноября, это достичь гармонии с ритмами Вселенной и начать активно действовать. Также сегодня вы можете бескорыстно заниматься благотворительностью. Этим действием, шагом своим, вы можете привлечь к себе денежную энергию и даже укрепить свое финансовое положение. А вот жадность сегодня потянет за собой какие-то денежные потери.
И не зря символом этого дня является рог изобилия, ведь сегодня наша жизнь наполняется энергией богатства, при этом на всех уровнях, энергетическом, на физическом и даже ментальном. Друзья, 5 ноября это вот то время, когда вы должны начать менять свой образ жизни. Постарайтесь сегодня сосредоточиться на своих проблемах и устроить семейный совет. Не занимайтесь сегодня делами других людей, как бы вас ни просили, потому что пусть, наконец, люди, которые окружают вас, сами решают свои проблемы. Сегодня вы можете совершить очень многое, однако не спешите делать все сразу. Не пытайтесь решить что-либо и сами, не являясь специалистом в каком-либо серьезном деле. Также, все-таки в первой половине дня не планируйте ничего важного. Будьте сегодня осмотрительны и осторожны, пожалуйста, на дорогах, потому что аварий и штрафов вам тогда не избежать. Также сегодня постарайтесь сделать сознательный выбор для того, чтобы избавиться от ненужных вещей и прекратить общение с теми людьми, которые приносят хаос в вашу жизнь. Также в этот день обязательно съешьте ложку меда, и именно в дальнейшем это принесет вам изобилие. И сегодня, друзья, категорически 5 ноября запрещено давать деньги в долг, потому что эти деньги не принесут счастья заемщику. Кроме того, есть риск, что долг так вам и не вернут. Также в этот день обязательно посвятите время себе, подумайте о том, чего вы хотите добиться в своей жизни. Не выясняйте сегодня отношений, обращайтесь за помощью, но старайтесь не встречаться сегодня с недругами, с недоброжелателями, потому что есть риск спровоцировать конфликт. Также не стоит ругаться за тех, в ком вы не уверены, потому что в противном случае вы рискуете запятнать свою репутацию и попасть в какие-то неприятности. И чем больше в день 5 ноября вы скушаете меда, тем крепче будет ваше здоровье. Также, друзья, обращаем ваше внимание, что сегодня, 5 ноября, у нас новолуние. Давайте вместе с вами вспомним несколько самых известных и в то же время простых денежных ритуалов для новолуния. Итак, возьмите первый ритуал, который мы предлагаем. Это сегодня 5 ноября или 6 ноября. Разложите разные купюры на антресолях, в шкафах, но чтобы никто не видел. И через 3 дня ровно соберите. И все эти деньги потратьте на нужные для семьи вещи. Это могут быть продукты, бытовая химия, вещи, техника. Ну, в зависимости от того, сколько вы положили. Также все 3 дня новолуния обязательно, то есть это у нас 5, 6 и 7, кладите на ночь открытый кошелек с купюрами на подоконник под лунный свет. Пусть заряжается кошелек денежной энергией. Утром не забывайте кошелек убирать в свою сумку. Также, как вариант, можете поставить напоминание на телефон, и вы точно не пропустите этот ритуал. Также обязательно в новолуние 5 ноября запишите все свои ближайшие планы и мечты. Запомните, что когда вы пишете, вы таким образом посылаете Вселенной официально свой запрос, а вы не просто фантазируете. И пишите не только свои какие-то денежные мечты, но и даже желаемые эмоции и успехи. Например, весь месяц я прекрасно выгляжу и пользуюсь вниманием мужчин. Или все важные задачи решаются легко, я все успеваю. Также обязательно в новолуние покажите народившемуся месяцу денежки и скажите следующие слова. Месяц, дай на месяц. Друзья, пожалуйста, воспользуйтесь этими важными советами, рекомендациями. Они обязательно вам сегодня, 5 ноября, очень помогут. Также обратите внимание на те ритуалы, практики, обряды, которые вы можете провести 5, 6 и 7 ноября. Помним новолуние. Еще энергия Луны только зарождается, у нас только потихонечку, знаете, появляется такая вот тоненькая ниточка, которая людей начинает
начинает подпитывать энергией. А мы с вами, соответственно, также начинаем потихонечку улучшать свою жизнь, наполняться гармонией, изобилием и достатком в нашей жизни.